каждый день как тревожная сводка. Стихия не унимается, разрушение по всему миру. Что произошло за сутки? Все факты и кадры прямо сейчас. Это горизонт событий. Не переключайтесь. Сильные ливни обрушились на провинцию Чоланамдо в Южной Корее и вызвали масштабное наводнение в уезде Муан. Причиной сильных ливней стал активный муссонный фронт, усиленный тропическим штормом, сместившимся с Филиппин. По данным Корейской метеорологической администрации, в Муане за 12 часов выпало до 150 мм осадков, что составляет около 25% среднегодовой нормы для региона. Вышедшие из берегов реки и не справившиеся с объемом осадков ливневая канализация стали причиной подтоплений в низинных районах. Улицы Муана превратились в реки, под водой оказались жилые дома, магазины и общественные здания. Особенно пострадали районы вблизи реки Йонсан и сельские территории. Наводнение нанесло серьезный ущерб посевам риса и овощным плантациям, фермеры сообщают о значительных потерях урожая. Движение на местных дорогах и автомагистралях, включая участки вблизи Муана, было временно приостановлено из-за подтоплений и оползней. Нарушено железнодорожное сообщение, отменены десятки рейсов автобусов и поездов. В некоторых районах Муана зафиксированы перебои с электроснабжением. По данным местных властей, эвакуированы более 500 жителей из зон риска. Временные убежища организованы в школах и общественных центрах. Среди эвакуированных семьи с детьми и пожилые люди. Данных о погибших нет, но сообщается о нескольких пострадавших с легкими травмами и переохлаждением. Губернатор провинции Чоланамдо Ким Йон Рок объявил режим чрезвычайной ситуации в Муане и прилегающих районах. К ликвидации последствий привлечены сотни спасателей, пожарных и военных. Мощные ливни, обрушившиеся на Китай, привели к значительным наводнениям в Харбине и Шиджае. По данным Китайской метеорологической администрации, за 1 час в Харбине выпало 52 мм осадков, что составляет значительную часть месячной нормы для региона. Ливень привел к перегрузке дренажных систем, вызвав масштабные подтопления в центре города и пригородах. Центральные улицы Харбина, включая участки скоростных автомагистралей, оказались под водой. Движение в городе было парализовано, общественный транспорт временно приостановил работу. В уезде Иншоу, входящем в состав Харбина, затоплены сельскохозяйственные поля, особенно сильно пострадали рисовые плантации, под водой оказалось 66 660 гектаров, что составляет почти 40% пахотных земель региона. Более 162 тысяч человек были эвакуированы из зон риска. В Шиджае, в уезде Цанву, дожди вызвали переполнение реки Лэншуй, которая вышла из берегов, затопила целые районы и нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре. Бурные потоки воды унесли несколько автомобилей. Наводнение разрушило дороги, а также вызвало обрушение строящегося здания в Синьчжоу из-за размыва грунта. Из-за повреждения линий электропередачи возникли временные отключения электроэнергии. Понес убытки и сельскохозяйственный сектор, затоплены поля и повреждены склады. Из низинных районов Шиджая эвакуированы десятки жителей. Спасательные службы продолжают эвакуацию жителей из наиболее пострадавших зон. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. – 3 августа Туапсинский район Краснодарского края, расположенный на Черноморском побережье, столкнулся с масштабным наводнением, вызванным интенсивными ливнями. За несколько часов в разных районах выпало от 100 до 150 мм осадков, что стало причиной подъема уровня воды в реках и последовавшим за этим наводнением.
Были затоплены несколько населенных пунктов. В общей сложности затопило 70 жилых зон, вода проникла в 34 дома. В Лермонтово произошло обрушение моста, оставившее без переправы около 300 жилых домов. В селе Дифановка во время наводнения автобус рухнул с моста. К счастью, всех 25 пассажиров удалось спасти. На пляж курортного села Огой обрушился водяной смерч. Стихия разрушила пляжную инфраструктуру, ветер поднял и выбросил на берег катамаран, который едва не упал на людей. Серьезная ситуация сложилась и на автодорогах. Сошедший сель перекрыл движение на автодороге М4 Дон. Сегодня все экстренные службы работают в усиленном режиме, ведется откачка воды и расчистка завалов. После проливных дождей и наводнений побережье Черного моря в Туапсинском районе местами временно непригодно для плавания. К примеру, на пляже в Джубге море после шторма покрылось слоем мусора и сегодня выглядит так. Друзья, у нас есть более подробный выпуск по данному событию, ссылку на него вы можете наблюдать в правом верхнем углу экрана. Мощный грозовой фронт обрушился вчера на Казань. Непогода сопровождалась ливнями, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. По данным Западносибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов выпало до 30-40 мм осадков, что привело к перегрузке ливневой канализации. Улицы города, включая проспект Победы, Салават-Купери и Горьковское шоссе, превратились в реки, пробки на некоторых участках достигали 9 баллов. Наиболее драматичным инцидентом стал провал асфальта на перекрестке Сахарова и Закиева, где троллейбус буквально повис над ямой шириной в 2 полосы. Все пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. К 19 часам троллейбус удалось убрать с помощью 3 кранов. Сегодня МЧС и коммунальные службы продолжают восстановительные работы в городе. Городские власти призывают жителей сообщать о повреждениях инфраструктуры. В Березниковском округе Пермского края прошел сильный шквал. Стихия налетела на район Черного озера и Огурдино. В этот момент там находились отдыхающие. Шквал повалил десятки деревьев. Одна из сосен пробила крышу микроавтобуса, припаркованного в 5 метрах от палаток, другая раздавила мангал с тлеющими углями, едва не спровоцировав пожар. По данным МЧС, жертв удалось избежать, 4 пострадавших с ушибами и переломами были госпитализированы. Извержение на вулкане Крашенинниково, начавшееся 2 августа, набирает обороты. Выброшенный вулканом пепел поднялся на высоту до 6 километров. На северо-западном склоне северного кратера вулкана образовалась трещина, из которой по склону вулкана стекает лавовый поток. Шлейф пепла протянулся на 300 километров в юго-восточном направлении от вулкана. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности из-за риска для авиации от пепловых выбросов, которые могут достигать 10 километров. Напомним, что это первое извержение данного вулкана за историю наблюдений. Последнее извержение датируется примерно 1463 годом. В 1963 году в кратере Северного конуса фиксировалась фумарольная активность. За последние 10 тысяч лет вулкан извергался не менее 31 раза, о чем свидетельствуют отложения тефры и лавовые потоки. О, смотри, как с огнем. Мощный грозовой фронт с ливнями обрушился вчера вечером на Воронеж. За несколько часов выпало до 24 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы. Улицы города превратились в реки, под водой оказались дома, автомобили и инфраструктура. На улице Дорожной из-за размыва грунта провалился асфальт, а в северном районе началось настоящее стихийное бедствие.
В результате разгула стихии оказались затоплены 53 дома на 6 участках города, включая улицы Дорожную, Оренбургский тракт и районы Салават-Купери. Вода проникла в подвалы, первые этажи домов и магазины. Пробки в Воронеже достигли 9 баллов, а общественный транспорт работал с перебоями. Спасательные бригады работали всю ночь, откачивая воду и расчищая завалы. Штормовое предупреждение, объявленное вчера вечером, действовало до утра. Вчера утром в дельте реки Поа, одной из крупнейших речных систем Италии, были замечены водяные смерчи. Сформировались они над водами лагуны вблизи Порт-Атолли и Камакки. Просуществовали они недолго и через 15-20 минут рассеялись, так и не выйдя на побережье. Из-за ветра и грозы, сопровождавших вихри, в низинных районах дельты прошли сильные ливни, которые вызвали подъем уровня воды в реке Поа на 1-2 метра. Это вызвало предупреждение о возможных наводнениях в провинциях Феррара и Ровиго. Движение маломерных судов в лагуне было временно приостановлено из-за штормовых условий. Тем временем город Азима в провинции Анкона региона Марки оказался под ударом сильных ливней и града. По данным Метеослужбы Италии, за несколько часов выпало до 70 мм осадков, что привело к локальным подтоплениям. Градины размером около 2-3 см повредили автомобили, окна и сельскохозяйственные угодья. Непогода сопровождалась порывами ветра до 80 км в час. Департамент гражданской защиты Италии объявил желтый уровень тревоги для региона Марки. Местные власти в Азима направили коммунальные службы для откачки воды и расчистки улиц. Сильный оползень, вызванный продолжительными муссонными дождями, обрушился на округ Беласпур в штате Химачал-Прадеш. Событие произошло в районе Кхумарвин, недалеко от города Беласпур. Оползень перекрыл участок национальной трассы NH-205, вызвав пробки и изоляцию нескольких деревень. Повреждены дома в прилегающих районах. На момент публикации данных о жертвах нет. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и местная полиция развернули операции по расчистке дорог и поиску возможных пострадавших. В США молния длиной 829 километров установила мировой рекорд по длине. Ее зафиксировали еще в 2017 году. Она охватила территорию от Восточного Техаса до Канзас-Сити. Как отмечает пресс-служба Всемирной метеорологической организации, молнию признали самой длинной только сейчас, после повторного анализа данных. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.